Всем добрый вечер. Мы продолжаем репортаж с ЛЦС Москва 2013. И сейчас у меня удивительная возможность спросить, узнать у человека, который имеет непосредственное отношение к одному из игроков команды «Гамбит». Это прекрасная девушка Екатерина. Я попрошу рассказать ее саму, какое отношение она имеет к команде «Гамбит». Да, меня зовут Катя, я жена Алексича. Вот. Так все просто. Катя, как ты познакомилась с Алексичем? На самом деле очень долгая история. Вкратце, я написала ему ВКонтакте, поздравила с победой в Ганновере. У нас завязалось общение, в это время он лежал в больнице с пневмотораксом, и я решила его навестить, потому что он был подавлен, что его никто не навещает, все про него забыли. Я поехала из Рязани в Зеленоград, я там ни разу не была. Чуть с ума не сошла, пока ехала туда, но в итоге вот навестила, и у нас завязался роман. Это было очень отчаянно. То есть получается, что еще до своего знакомства с Алексичем ты следила за League of Legends или ты следила именно за М5? Я следила за М5, потому что у меня друзья болели за них, и, в принципе, благодаря одному из моих знакомых я начала за ним следить, за Empire сначала, и затем уже за М5. Когда ребята победили в Киеве и затем в Ганновере, опиши свои чувства. Когда они победили в Киеве, я не особо за ними следила, скажем так, просто я была рада, русские победили, ура! А когда они играли в Ганновере, во-первых, мы очень хотели это стримить, уже с Фанкером, который сейчас у нас стримит ЛКС, наконец-таки. Нам этого не дали сделать, поэтому мы сделали вид, что стримим одну игру, пустили заставку, комментировали Ганновер. Так что я была очень рада, что они выиграли, это была буря эмоций, поэтому я сразу же написала, как это все было здорово ему ВКонтакте. Ясно. Сейчас у вас уже отношения зашли, не зашли, у вас очень хорошо развиваются отношения, у вас ребенок, вы поженились, и стартовал ЛЦС, из-за которого Алексич проводит дома времени меньше, чем мог бы проводить, если бы ЛЦСа не было. Твое отношение в связи с этим к ЛЦСу? К ЛЦСу я хорошо отношусь, потому что я горжусь своим мужем, он побеждает, конечно, не всегда, но когда и проигрывает, это тоже хорошо, потому что без проигрыша не бывает побед. В плане того, что его просто так практически всегда нету дома, конечно, это меня очень расстраивает, он не видится с ребенком настолько, насколько это может быть, то есть пару дней в неделю это ничто практически. Но мы с этим справимся, потому что мы смотрим стримы вместе с сыном, хотя он еще ничего не понимает. Я повторюсь, что я очень горжусь им, и я стараюсь его поддерживать, ему очень тяжело. Несомненно, вдали, так сказать, от родных, и тем более от сына, которому там совсем немножко. А ты не ревнуешь его к League of Legends? Скорее он меня ревнует, когда я играю в Лигу Легенд. Нет, я не ревную. Я знала, на что я иду, что он профессиональный игрок, и что он будет очень-очень много времени проводить в компьютере. Ты знала, что Алексич играет, знала, что участвует на крупных турнирах, и вот сейчас ты здесь, на одном из таких крупных турниров. Твои впечатления? Здесь очень здорово, очень из-за того, что очень много русских фанатов, и чувствуется прям их поддержка. И явно видно, что это русские со своей мощью, со своей радостью, то, что убивают варды. Они показали, что они лучше всяких французов, которые сидят, пищат там что-то. Они там свистят, вообще молодцы. И вся эта атмосфера, она передается мальчишкам нашим. Я не представляю, как им тут играть, в позитивном, то, что все очень-очень здорово для них. Я видел, вы стояли с Алексичем, и ты так, готов тащить? Как вообще ты подбадриваешь, вы там смс-ки присылаешь, или у вас что-то, не знаю, какие-то типа кричалок своих есть, что ты говоришь ему какие-то слова напутствия, есть что-то такое? Насчет напутствия он говорит: бей в бубен. Раньше это был мой живот, а сейчас, видимо, это мой сын, но в него я бить не буду. А в плане того, что напутствия какие-то, да, я всегда желаю удачи перед игрой, смс-ки ВКонтакте, где я могу его выцепить, и после игры всегда ему что-нибудь пишу, неважно, выиграл он, проиграл, что-то подбодрить, если проиграл, и сказать, что ты молодец, затащил, вообще там всех раскидал. Это если они выиграли, естественно. Несмотря на то, что ты так болеешь за него, сама играешь в лол, не ревнуешь его, а он ревнует тебя наоборот, тебе все-таки не хотелось, чтобы все-таки лол было поменьше?
Да нет, пока не хотелось бы, пусть занимается, пока молодой, скажем так, пусть он нарабатывает почву для того, чтобы что-то в будущем получилось больше. А сама, ну вот, поскольку ты играешь в League of Legends, у тебя не было там идеи, что может быть, ну, сейчас уже, когда есть ребенок, наверное, вряд ли стоит про это говорить, но до этого, допустим, может быть, какая-нибудь женская команда, там, поиграть, какой-нибудь semi-pro уровень. Нет, я лично не хотела никогда играть, я не люблю профессионально заниматься играми, потому что для меня игра – это вот место, где я приду и отдохну. То есть сына уложила, пошла пофанила с ворами, нафидела, все, довольна. Моя душа, я больше закрываю лол, иду дальше заниматься делами. В плане именно с лолом что-то более серьезное, может быть, постримить, комментировать. Вот это вот я этим занималась до того, как у меня родился сын. Ну, может быть, возобновлю, может, нет, я ничего обещать не буду. В игре League of Legends есть у игроков, которые играют с тобой в одной команде, против тебя, шанс узнать, что они играют вместе или против жены Алексича? По нику они могут это как-то определить или нет? Или ты стараешься это не афишировать? Они определяют по нику, у меня ник Котеныч, и это как-то афишируется то ли в Фейсбуке Алексом. Короче, кто-то знает, что у меня такой ник, и меня многие узнают. У меня есть целая подгруппа в друзьях в Лоле, фанаты. Я их приглашаю с собой в Арам, и они очень рады. Фанаты со всех уголков мира. Это Турция, это, ну, Европа, естественно, не мира. Это Турция, это Франция, это Германия. В принципе, русских тоже некоторые узнают, но они как-то вот, именно русские как-то прохладно к этому относятся, что странно на самом деле. Вот так. А не бывает в игре такого, что, ну, человек понимает, что он играет с женой Алексича или против жены Алексича, и такой, ну ладно, с Алексичем не могу его убить, хоть попробую с женой его что-нибудь делать. Нет там такого давления, что им за тобой охотятся? Это точно. Начинается просто, хоть на базе стой на фонтане, отдыхай, потому что как только меня узнают, сразу надо фокусить, потому что мало ли она такая же скиллованная, как муж, но они очень сильно ошибаются, фокусят меня, в это время тащат другие. Отлично. А играла ли ты в одной команде с Алексичем? Да, мы играем Арама иногда, я его зову, вместе пофанимся с друзьями иногда. В нормалы мы не играем практически, потому что это долго, и иногда мне приходится сливать из игры, если проснется мой сын, а ранкеды тем более. Ну, и как это бывает? Ну, League of Legends, она игра достаточно такая, то есть там твой как бы, напарник может сделать что-то не так, вы там не ругаетесь друг на друга во время игры, там, ты не бьешь его в бубен. Не, мы не ругаемся, я спокойно отношусь к игре. Он серьезно относится, даже если Арам играет. Один раз мы чуть не поругались из-за того, что я не собрала Аегис, но я отшутилась, я сказала, да ну нафиг он тебе нужен этот Аегис, он пусть другой там собирает, а я играю, отстань, мне не нужен Аегис. Правильно, зачем? Вернемся к команде. Помимо Алексича, там еще 4 человека. Ну, сейчас новенький появился. Ты знакома с этими ребятами? Ну, я с ними знакома, но не так много общаюсь. Сейчас я хорошо общаюсь с Даркером, потому что случилось так, что я взяла трубку вместо Алекса, и мы с ним поговорили на отвлеченные темы, пока Алекс доигрывал ранкет и не смог взять трубку. Вот, поэтому сейчас, вот, когда мы встретились, первым делом с ним пообщались. А с остальными так, привет, пока. С Пеппером тоже хорошо общались до его ухода, к сожалению. Он ушел. Ну, да. Говорят, что он был талисманом команды. Кто знает. Хорошо, Катя, могу я тебя так называть, Катя? Катя, огромное спасибо тебе за интервью. Если ты хочешь что-то пожелать, наверняка у тебя тоже есть поклонники, да и поклонникам гамбитов, я думаю, им приятно будет услышать это от жены Алексича, то, пожалуйста, самое время. Ну, у меня не так много поклонников, скорее общий с Алексом. Но я хочу сказать спасибо за то, что они поддерживают моего мужа, за то, что пишут мне какие-то добрые слова в поддержку мужа, в поддержку меня, чтобы я там не переживала, когда они проигрывают. Спасибо тем, кто читает мой блог, я его сейчас забросила. Я обещаю, что я буду писать его опять, как только найдется время. Ну и болейте дальше за Гамбит, им очень важна ваша поддержка. Отлично, это была Екатерина, жена Алексича из команды Gambit Gaming.